Сегодня 1 ноября 2018 года и мы летим в Баку. В этом коротком видео мы покажем, что можно посмотреть в Азербайджане за 5 дней. Интересно, что вы бы посмотрели в Азербайджане за это время? Напишите об этом в комментариях. В первую очередь в Баку необходимо посмотреть на архитектурный шедевр – центр Гейдара Алиева авторства знаменитой Захи Хадид. Он находится слегка в отдалении от других интересных мест Баку, но стоит того, чтобы до него доехать. Центральные пешеходные улицы Баку выглядят красиво и дорого, но за блеском кажется немного потеряна аутентичность места. Выглядит как копия европейских столиц. Сегодня 2 ноября и мы в Баку, и здесь тепло и солнце. Мы остановились в хостеле прямо в старом городе с выходом на крышу, откуда открывается отличная панорама Баку. Главной достопримечательностью Баку можно считать Ичери-Шехер, старый город. По его запутанным, хоть и очень чистым улицам круто побродить, чтобы ощутить атмосферу места. Во дворце Ширваншахов, читая обо всех незнакомых нам династиях и кровопролитных войнах, мы задумались над тем, насколько легко развеивается по ветру память о могучих империях, претендующих на место в вечности. Насколько то, что кажется нам прочным и стабильным, вмиг исчезает под натиском времени и неминуемой смерти, государства, правители и целые народы. Ключевой точкой старого города является Девичья башня, древнее сооружение, чье изначальное предназначение до сих пор остается загадкой. Столько котов. Смотри, просто посмотри. Мы находимся на берегу Каспийского моря, и ветер пахнет отнюдь не морем. Воздух пахнет нефтью. Ветер пахнет нефтью. Можно обмазываться нефтью. Завершив осмотр старого города, стоит пройтись по набережной Каспийского моря. Возможно зайти в музей ковра в форме ковра, а затем подняться к Нагорному парку с обзорной площадкой на город. Мы осмотрели вблизи пламенные башни, а затем отправились на поиски еды. Благо в Баку не проблема вкусно поесть. Мы поняли, что посмотрели плюс-минус все интересные нам места и нужно срочно придумывать что-то еще. Ковры, пожалуйста. Вот мы погуляли целый день по Баку и устали. И нашли караван-сарай и сели в нем. Меня давно не кормили с ложечки. Массаж, массаж. Отчаянно сладко? Я абсолютно никак. Едем в магазин Gucci в Санкт-Петербурге.
Мы сейчас купили билет и поедем в Шейки. Ну, собственно, мы не особо знаем, что там есть, но просто фишка в том, что мы не можем сидеть на месте. Ты еще не жалеешь, что мы решили сюда поехать? Не повторяйте наших ошибок. Изначально наш план был съездить в Геокчай, чтобы посмотреть на ежегодный праздник граната. Но в итоге мы не поняли, как туда добраться, и поехали в Шики. На улице ничего не понятно и ничего не видно. Темно. Провели 6 часов в пути. Чем пахнет? Пахнет горами. Где мы находимся? Мы находимся в Шейке. И что мы здесь будем смотреть? Неизвестно. Ну, судя по всему, просто Азербайджан. Возмутились, Да. Азербайджан, который не Баку. Нам хотелось похайкать в горах, но мы так и не нашли ни одной тропы. И праздника граната в Шики тоже не оказалось. Наверное, самым ценным в Шике стало увидеть, как живет настоящий Азербайджан за пределами открыточного и образцово-показательного Баку. Из достопримечательностей в Шики – караван-сарай, крепостная стена и действительно красивый дворец шикинских ханов с впечатляющими росписями в персидском стиле. Мы поужинали в ресторане, где хозяин нам поведал о древних 5-метровых азербайджанцах, прародителях человеческого рода, а на следующий день мы покинули страну. Интересно знать, как вам наш маршрут на 5 дней? Поделитесь мнением в комментариях. Также, если вам понравилось это видео, не забудьте лайкнуть и подписаться. Впереди новые серии наших приключений.